Всем привет, Илдрих на связи. Сегодня я вам покажу кое-что интересное, то, что обещал вам в прошлом видео. Ссылочку, естественно, я оставлю в описании, так что если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Ну и речь сегодня пойдет о том разнообразии, которое разработчики нам подсуетили в последнем обновлении. Итак, смотрите, вот такой вот у нас есть красивый птиц. Сегодня опять же буду эксперименты показывать на птицах. Вот такая вот птичка у нас уже есть. Да, красивый такой цвет. В принципе, эмблемка Санши. Все по красоте. По сути, это получился у нас фракционный кораблик. Ну и смотрите, как это вообще, за счет чего это происходит. Как вы уже поняли, речь пойдет про наноядра. Давайте я вам долго не буду тянуть кота за одно место и покажу сразу результаты своих действий, которые я делал до этого. Смотрите, переходим в подробности, и вот такие вот характеристики у меня дополнительно на этом кораблике. Как вы видите, у нас ДПС дронов поднялся на 16,8%. Кроме всего прочего, у него реактор увеличился на 8%, накопитель на 9%, скорость наведения дронов увеличилась на 9%. Ну и кроме всего прочего, у нас экономия расхода капы по использованию форсажного ускорителя аж почти на 8%. То есть это довольно-таки вкусно и повышает эффективность и без того неплохого кораблика, такого как Prophecy. А на самом-то деле этих наноядер для разных кораблей достаточно-таки много, и можно наролить абсолютно разные характеристики, которые подходят под ваш стиль игры. То есть, ну, давайте, короче, перейдем непосредственно уже к конкретным вещам. Я вам сегодня расскажу, как это все делать, как настраивать эти все характеристики, ну и, в принципе, откуда берутся все те вещи, которые нам помогают в этом. Собственно, будем с вами сегодня экспериментировать на Prophecy командной. Он у нас взят из предыдущего видоса, то есть там он зафичен, но я чуточку его перефитил с учетом того, что я хочу из него получить. Ну и опять же из тех наноядер, которые я в него запихну. Итак, смотрите, тут у нас есть, добавилась вот такая вот носфочка. И поставил сюда сеточку, но давайте сейчас перейдем к самому вкусному. Сразу же тырсаем в кнопочку, смотрите, в левом, в нижнем углу у нас под фитом есть вот такой вот квадратик стилизованный. Ну и вот смотрите, тут у меня на выбор все те наноядра, которые существуют для данного корабля. Естественно, у меня вызваны не все. Допустим, вот этот вот у меня уже нету Санши, я его уже потратил. Результат вы видели. Есть у нас еще ядро младшего офицера Blood Raider для Prophecy. И вот его мы сегодня и будем настраивать. Соответственно, что нам для этого нужно? Нужно иметь вот этот вот чертеж наноядра и нажимаем установить. Точнее, это даже не чертеж, это на самом-то деле считается как модуль, который мы, как мы видели, устанавливаем. Нажимаем установить и смотрим, что из этого получится. Появляется кнопочка разобрать и посмотреть подробности. На самом-то деле кнопочка разобрать — это снять этот модуль. То есть мы его только что как бы установили и можно его обратно снять. Так что имейте это в виду. И нажимаем посмотреть подробности. Смотрите, какая штука. Ага, стопэ. Я выбрал не тот ядро. Это уже как бы я его пытался настроить. Давайте сделаем так вот, разобрать. Заодно увидим, что снимается этот модуль. И поищем вот чистый с нуля, так сказать. То есть там у меня были перед этим эксперименты. И у меня как бы уже одно такое ядро как бы уже был чуточку. Итак, нажимаем кнопочку установить. Получаем вот такую штучку. А я думаю, чего еще что-то не так получилось, не так, как обычно. В общем, у нас появляется такой чел, который нас будет ввести, ну, точнее, нас инструктировать, что мы делаем и зачем мы делаем. Текст я не буду сейчас озвучивать, который он сказал. Когда настанет ваше время, вы это все прочитаете. Но на самом деле он говорит это быстро, и я не с первого раза все прочитал, что он говорит. А вам на самом-то деле это и не нужно. То есть все, что вам нужно, я вам сегодня покажу. Итак, у нас есть три основные характеристики на этом модуле, и, соответственно, нам изначально дают возможность выбрать одну из трех. Нажимаем, естественно, по центру. У нас они загораются, вот эти вот все три характеристики. Тут урон лазеров, тут урон дронов и энергопоглощение. Эффективность, точнее, 26-40%. А в чем соль? Какие лазеры вы скажете у нас на Prophecy? На самом-то деле, вот все эти модули — это фракционные модули. То есть, по факту, вы получаете в итоге фракционный кораблик. В Prophecy у нас используется, помимо амарской расы, есть две фракции, которые используют эти корабли. Это у нас Blood Raider и Санши. Санши мы с вами уже видели, и вот сейчас мы настраиваем фракционный корабль Blood Raider, а именно Prophecy. То есть есть и другие корабли, опять же амарские, которые Blood Raider тоже можно получить эти наноядра. Но об этом чуточку позже. Итак, нас, естественно, интересует самая сильная сторона данного корабля, а именно дроны, поэтому мы сюда нажимаем. Но
Если вы хотите сделать какого-нибудь электронщика из Proficy, то, в принципе, третий вариант, выбор эффективности энергопоглощения, тоже неплохо. И дальше, что нам нужно сделать, это приложить просто палец к отпечатку, да, и таким образом мы инициализируем вот эту вот характеристику. Все. Процесс, ну, короче, он вам рассказывает, опять же, этот товарищ, что вы сделали и зачем вы сделали, но это нас не интересует. Наша характеристика выбрана, и далее мы идем в настройку облика. То есть следующий шаг, это мы настраиваем свою индивидуальность на этом корабле. Устанавливаете мембрану, для этого нужно задать следующий протокол. Короче, мембрана, наноядро, либо ядро, это все одно и то же самое. То есть, видимо, в ходе перевода у нас получилось 3 разных слова, которые отвечают за одно и то же. Но по сути это наноядро, оно же ядро, и оно же мембрана. Нажимаем подтвердить и переходим к следующему протоколу, к настройке визуального вида. Тут у нас появляется еще один чел, который тоже нас будет вести в этом обучении. Текст, опять же, много, и он выскакивает очень быстро и исчезает. То есть, кто захочет, тот прочитает. Можете, в принципе, на стоп-паузе остановить и почитать. Я же вам буду рассказывать уже по ходу, что есть. Все эти шкурки, которые тут показаны, вы можете установить любую из них, но у меня есть только вот как раз та, которая идет в комплекте с этим ядром, а именно бонус младшего офицера блудрейдеров. Естественно, я его нажимаю, кораблик как бы перекрашивается, и дальше мы либо можем пропустить настройку, либо можем подтвердить выбор. Я вам чуточку покажу, какие там есть настройки, но сильно не буду на этом заострять внимание, просто чисто вот ознакомимся и пойдем далее. Идем подтвердить выбор. И вот тут у нас вот такая штука. На самом-то деле у нас есть 5 вещей, которые мы можем настроить по цвету, насыщенности и яркости. И есть у нас режим RGB, там где мы просто цвета. Я не буду сейчас дергать эти ползунки, единственное я вам покажу. Вот первая область отвечает у нас, видите, подсвечивается, что мы будем менять. Вторая у нас, соответственно, тоже показывается, видите, раздел 2 и его основной цвет указан, да. Видите, да, периодически подсвечивает ту область, которую мы будем менять. То же самое у нас с третьей областью, это чуть больше. То же самое у нас с четверкой, это у нас верхняя часть. Ну и есть у нас также еще и освещение. На самом деле это не освещение, это так называемые элементы, которые у вас будут светиться. И давайте я его, наверное, подергаю, потому что так на самом-то деле не видно. К сожалению, здесь нельзя приблизить, либо можно только повращать кораблем, но приблизить его нельзя. В этом чуточку неудобно. И вот смотрите, если я сейчас изменю, тогда вы увидите, что поменялось. Это по факту у нас, я так подозреваю, иллюминаторы, которые будут светиться таким вот неоновым цветом, в зависимости от того, какой насыщенности, яркости, либо цветовой градации вы выбрали. Дальше у нас есть сохранить или вернуться. Вот чего не хватает в этой настройке, это сбросить настройки по дефолту. Вот я сейчас поигрался, вот я с предыдущим игрался, и я не смог вернуть цвет, который был изначально, а этого бы на самом-то деле хотелось. И забегая наперед, могу сказать, что в принципе вы потом можете окраску изменить. То есть есть у нас модуль, он вам выдался, скорее всего, возможно, многие из вас его видели. За техническую там перерыв, по-моему, за задержку его, нам выдали 3 таких вот шарика или дрона, я не знаю, как это называется. Вот при помощи их вы можете поменять, опять же, настройку окраски индивидуально. Повторюсь, это сугубо индивидуальная настройка. То есть ваш корабль будет отличаться от 1000 подобных. Вот именно за счет вот этой вот окраски. Как-то вот так вот. Ну и, собственно, все. Мы нажимаем сохранить и вернуться. Чего не хватает, я сказал. Ну и чего бы хотелось, я тоже сказал. Смотрите, все так же у нас есть пропустить настройку, ну и завершить настройку. Возможно, если я нажму пропустить настройку, то у меня сейчас по дефолту сбросится. Но если я нажму завершить настройку, то обратно к дефолтному я вернуться не смогу. Поэтому имейте это в виду. Лучше, наверное, оставить по дефолту, а когда вы уже чего-то захотите поменять, тогда уже поменяйте. Нажимаем настроить, сохранить настройку. Опять же, у нас этот чел появляется, он там буркнул нам что-то, типа молодец или так далее, не знаю, неважно. Ну и дальше нам опять предлагает установить мембрану. А давайте нажмем вернуться в редактор, посмотрим, что будет. Ну, опять все то же самое, ну и неважно. В общем, нажимаем завершить настройку, погнали дальше, установить мембрану. Вы действительно хотите завершить надстройку? Естественно, да. Нажимаем подтвердить. Понятно, к чему приведет кнопка отменить, поэтому не будем заострять на это внимание. В общем-то, смотрите, что дальше идет. Дальше мы можем, опять же, либо снять
этот модуль, либо посмотреть подробности. И вот в посмотреть подробности продолжается наша дальнейшая настройка данного модуля. А после основной характеристики и цветовой градации у нас уже идут дополнительные характеристики. Смотрите, есть обучение. Есть у нас 3 варианта дополнительных характеристик, которые заблокированы, а есть у нас одна обучение. То есть у нас идет шаг за шагом, то есть мы сначала получаем одну характеристику, потом следующую, потом следующую, потом следующую. В чем заключается обучение? Нажимаем обучение и смотрим. У нас появляется другой атрибут. И вот тут происходит уже, скажем так, апгрейд наших характеристик. Нам нужны некоторые виды предметов, которые позволяют нам обучить этот модуль. Нам нужны чипы 3-го ранга. Почему? Потому что на ядро 3-го уровня. И у нас есть банки данных. Вот такие вот. Это что я не нажимаю? Палец не попадает. Вот. Сорямба. Сейчас, секундочку. Ну... Вот, получилось, ура, аллилуйя. Смотрите, база данных обучения, опять же, 3-го ранга. И количество, которое вы должны потратить за раз, вы видите. Кроме всего прочего, обратите внимание, над этими предметами и под кнопочкой ячейка обучения есть так называемый 100% success. Так вот, мы будем обучать сейчас этот модуль, и вот этот вот кружочек вокруг крестика у нас, он поделен на 4 сектора. Не знаю, видно вам или нет, я думаю, что видно. Мы выучим до конца это обучение за 4 подхода. То есть вот то количество, которое вы сейчас видите, 15 чипов и 150 банок, это вам на раз. То есть умножаем на 4, получаем, соответственно, сумму, которая вам нужна, чтобы выучить полностью эту характеристику. Кроме всего прочего, есть очень большой нюанс, который превращает эту игру в казино. Смотрите, справа у нас есть приобретаемые характеристики. Каждая дополнительная характеристика состоит из нескольких. Минимум 2, но, по-моему, 4 я встречал. В общем, надо посмотреть. 2-3 характеристики у вас будет 100% на выбор. И тут смотрите, укрепление брони. Нас на самом-то деле это не особо интересует. Это по факту у нас увеличится объем брони. А в этой игре это не особо большое значение имеет. Если вы в PvP вы используете плиты, если вы в PvE, то вы используете паяльники. Соответственно, от этого и отталкиваетесь. И есть вторая характеристика, это реактор. И тут смотрите, тут уже интересно. Причем обратите внимание, обе характеристики имеют минимальный порог и максимальный порог. То есть все эти цифры вам выпадают рандомно при вашем обучении. То есть, смотрите, от 5,25 до 10,50%. Ну, 10,5%. Вот, скажем так, правильно вот будет звучать. И мы, на самом-то деле, выбрать не можем. В процессе обучения эта характеристика выпадает рандомно. Кроме всего прочего, если вы нажмете на эту характеристику, вы увидите, какие шансы получить тот или иной процент у конкретной характеристики. Помимо того, что их 2, да, то есть вы еще и имеете определенный шанс на определенный процент. Справа у нас как раз вот вы видите шанс получить, и слева у нас тот процент, который соответствует этому шансу. То есть 13 и 16% 3 типа, да, то есть укрепление брони на 5.25, 5.77 и 6.30. Ну и давайте сразу же спустимся в самый низ. То есть самую лучшую характеристику, а именно 10% с половинкой, вы можете получить шансом 2,63%. Вот как-то так. И напоминаю, что у нас 2 характеристики. Ну, погнали, короче, делать. Я думаю, вы по ходу разберетесь, что к чему, и поймете, в чем тут нюанс. Нажимаем на плюсик, и происходит у нас обучение. Соответственно, 100% шанс успеха, соответственно, мы выучили. И так повторяем все 4 сектора. То есть нам нужно 4 таких нажатия, чтобы получить максимально. Можно на самом-то деле сразу 4 раза клацнуть и получим результат. И смотрите, получили укрепление брони, а нам это не интересно, я уже говорил перед этим. И что в этом случае делается? А вот тут мы начинаем уже крутить рулетку. Крутить до тех пор, пока у нас либо не кончатся ресурсы, а в качестве ресурсов у нас вот такой вот шарик используется. Сейчас я опять же в него попаду, чтобы вам показать, что это за шарик. Но вот тут, кстати, плохо выбираются элементы, поэтому, ну, либо с моими пальцами это плохо получается. И вот такой вот шарик нам нужен для того, чтобы крутить вот эту вот рулетку. Тоже 3-го уровня. И вот как-то вот так вот. Разрешение на реструктуризацию кода обучения в облачном ИИ. Вот так оно произносится. В общем, погнали играть в рулетку. Нам нужно проценты к реактору, причем чем лучше, чем больше, тем лучше. Вот так вот. Нажимаем раз,
что получили укрепление брони, значит не меняем. Опять же, чтобы изменить те результаты, которые у нас выпали, у нас появляется вот отпечаток пальца, и когда мы на него нажмем, у нас это все поменяется. Мы можем не нажимать, а дальше крутить рулетку, пока не упадет то, что нам хочется. В общем, сейчас буду нажимать. Ну, в общем, у нас упало 7,35%. Да, подтверждаем их, на этом останавливаемся. Это не максималочка, максималочка у нас 10,5. Но это мы пока оставим, нас интересуют уже другие характеристики. Пойдем дальше и с этим уже будем разбираться. Соответственно, что? Мы получили другой атрибут, мы же выучили модуль до следующего уровня. Соответственно, у нас появилась вторая характеристика. Здесь все повторяется то же самое, но обратите внимание на количество секторов. Здесь их уже 6. И, кроме всего прочего, обратите внимание, у нас количество ресов на одну прокрутку увеличилось уже в 2 раза. То есть уже не 15 чипов, а 30. И банок не 150, а 300. Ну и смотрим на характеристики, которые у нас тут есть, и что мы из этого можем выбрать. И вот тут уже, смотрите, тут уже каждый выбирает для себя. Если он играет через Dual Rep, либо играет через накачку брони, да, то, соответственно, эффективность модуля ремонта брони было бы неплохо. Если кто-то играет через танковку на скорости, да, на неполучение урона, то, соответственно, ему накопитель будет более интересен. Допустим, да даже в ту же самую откачку репки можно не играть не через носфу, допустим, да, а просто через вашу капу, и, соответственно, вам нужен накопитель. В общем, вы поняли, да, к чему я клоню. Для меня, по моему стилю игры, мне интересен более накопитель, чем эффективность модуля ремонта брони. Но в некоторых случаях эта характеристика тоже интересна. Давайте выучим все-таки этот модуль до следующего уровня, чтобы получить этот атрибут. Погнали. Нажимаем раз. Опять же, и вот тут смотрите. Успех изменился со 100 на 90%. Чувствуете подвох, да? Погнали дальше. 80%. Еще раз. 70%. Дальше. 60%. 62%. А знаете почему? Потому что у нас только что была неудача, и у нас получается 60% увеличилось на 2% шанс выше. То есть уже не 60, а 62. То есть мы уже на одну попытку потратили больше. То есть ресов потратили на одну прокрутку больше. Нажимаем. 64. Опять неудача при 60%. Чувствуете, да? Запашок такой пошел, да? Дальше. 50%. То есть, ура, мы перешли на следующий сектор. И 50% нажимаем еще раз. Не вышло. Опять плюс 2%. Все. Мы получили накопитель. Опять же, я сейчас не буду ловить лучшие показатели для накопителя. Кстати, какие они тут? Максималочка. Ну, все так же 10,50. То есть, даже приблизительно где-то близко к минимальному. Пускай будет так, мы пойдем в другую характеристику. Я хочу вам просто сейчас на этом примере показать абсолютно весь этап, чтобы вы понимали всю грандиозность этой игры, сколько у вас может уйти сюда ресов. Ну и закономерно уже тут не 6 секторов, а уже их 8. Все так же начинаем со 100%, но сумма уже увеличилась. Опять, уже не в 2 раза на самом-то деле, а на те же самые базовую... на базовое то число 15 чипов и 150 банок. То есть вот каждый шаг прибавляет база, да, и вот смотрите. Погнали, тут уже не будем долго мусолить. Единственное, что надо было бы характеристики глянуть. Ну, разок мы нажали, да, изменилась характеристика. Тут уже, видите, уже не по 10% меньше, а чуточку меньше. По 8, даже 7 с чем-то. И давайте характеристики все-таки посмотрим. Смотрите, тут уже 3 характеристики, и, соответственно, вы же понимаете, да, выловить из 3 одну, ту, которую вам нужна, будет еще гораздо сложнее. То есть, тут будет вбухано ресов на рулетку еще больше. Но, опять же, если у вас карма отлична, то, соответственно, вы можете наловить все, что вам нужно с первого раза и быть счастливым. Но для большинства это будет не так. Что тут есть у нас? Скорость наведения лазеров. Нам не интересно, лазеры я в принципе не планирую ставить. Хотя как бы фракционный шип это предполагает. Есть скорость наведения дронов. Это в принципе неплохо, потому что мы дронами используемся. И требования к мощности реактора для лазеров. Опять же, если вы все-таки поставите лазеров, если вы захотите сделать из данного корабля какой-нибудь лазерник, ну тут на самом-то деле всего вы можете поставить 3 лазера, поэтому много вы сюда не впихнете. Если у вас будет профиси с большим количеством лазеров, тогда имеет смысл. А так, тут без вариантов нас интересует только скорость наведения дронов, чтобы лучше попадать по мелким быстрым целям.
Поэтому нас интересует именно средняя характеристика. В общем, давайте учить и посмотрим, сколько у нас здесь ресов войдет. Так, удачненько, 84. Ну, в принципе, на первых секторах все должно пройти гладко, а вот дальше уже ниже 60. А вот и нет. Смотрите, при 84% мы получили неудачу, то есть минус 1 попытка. Сейчас мы посчитаем, сколько у нас будет неудачных попыток, в моем случае. Минус 2 попытка. При шансах больше 88%, по-моему, кто-то забыл сегодня с утра помыть карму. Вроде как бы так. Погнали. И удачненько. Все, хорошо. Пока у нас минус 2 попытки. Еще удачненько. Погнали еще. Опять удачненько. Минус 3. Удачно. Отлично. И на 46%, что мы имеем. И, в общем-то, мы получили, но получили не то, что хотели. Давайте все-таки покрутим рулетку, чтобы хотя бы добиться тех характеристик, которые нам нужны, а именно скорость наведения дронов. Хотя, на самом-то деле, скорость наведения дронов не настолько критична, поэтому, в принципе, когда вам не хочется много тратить ресурсов, либо вы увидите, что их можно потратить на что-то более ценное, то вы их не тратите, а просто пропускаете вот этот вот другой атрибут и переходите уже к следующему. Наверное, мы так и поступим, чисто вот как для примера. И пойдем сразу к последней характеристике. И что у нас тут есть? А вот последняя характеристика, помимо банок и чипов, еще требует и вот такой вот атрибутик. Это не атрибутик, а расходник. Наноисточник треугольной структуры, тоже 3-го уровня. И вот смотрите, тут у нас уже по 60 чипов, 600 банок и по 6 вот таких вот треугольников. Соответственно, что тут треугольник у нас будет дороже. Вы, в принципе, можете оценить, зайти сейчас... В общем, мы с вами потом зайдем, в принципе, в торговую комнату, где мы можем потратить валюту с Battle Pass и посмотреть, сколько чего стоит, и на основе этого уже сделать какие-то ценовые выводы. Ну и здесь у нас, естественно, уже 10 секторов. То есть тут у нас идет все гораздо больше. Опять же, начинаем с соточки, да, и давайте посмотрим характеристики. А характеристик тут уже 4. И что тут можно выбрать? Дальность действия лазеров, в принципе, неплохо, но... Хотя, да, неплохо. И оптималочка-то капнуть на 9%, это довольно-таки вкусно. Опять же, если вы будете ставить туда лазеры. Дальность действия дронов. На самом-то деле, тут опять же, корявый перевод, это не дальность действия дронов, это оптимальная дальность дронов. Если бы тут стояли центрики, то это было бы вкусно. Но опять же... Пока дроны подлетают к своей цели, они же все равно уже начинают атаковать, и ваши дроны еще пока не прилетели, они раньше начинают попадать. Поэтому тоже неплохо на самом-то деле. Дальность действия энергонейтрализатора. Вот эта вот штука для ПВП довольно-таки неплохо, а даже в принципе неплохо для остановки неписей на МВДшках, до которых не достают сетки, и ваши дроны не справляются. Хотя это очень бывает редко, но все-таки бывает. Поэтому тоже в принципе... Характеристика неплохая, если вы решите поставить нейтрик. Ну и что у нас тут еще есть, 4-е, это дальность действия модуля энергопоглощения. А вот эта вот штука уже неплохо. Помним, да, что у меня тут стоит носфа, да, и вот как раз если выбирать между дальностью действия дронами, точнее оптималкой дронов и дальность действия модуля энергопоглощения, то, наверное, я бы выбрал вот эту вот характеристику. Я ее сейчас не буду выбирать, почему? Потому что я забыл чекнуть, какая дистанция у нашей носфы, поэтому если она сейчас не выпадет, то и ладно, мы выйдем отсюда, засечем, сколько у нас есть, какие показатели на нашей носфы, и потом попытаемся добыть этот атрибут и замерить, в чем разница получится. Погнали, короче, обучаться, будем считать, сколько будет неудачных попыток здесь. Там у нас было 3, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, первый пошел нормально. Второй. Третий. 4-й. 5-й сектор. И неудача 1. 6-й сектор. Минус 2. Минус 3. 7-й сектор. 8-й. 9-й. И... Все, готово. И вот если бы я хотел поймать именно этот атрибут, я бы его хрен бы поймал. Но я хотел не поймать его, показать, а потом его ловить. Но мы получили 5,10% действия энергонейтрализатора. Стопе, это не носфа.
Стоп, охрана, отмена, все получилось. Забираю свои слова обратно. Сейчас мы не заканчиваем это дело, то есть, точнее, мы сейчас закончим настройку, да, вот на этом этапе, которым есть. Посмотрим характеристики нашей носфы и потом вернемся сюда, попытаемся наролить другие характеристики. Просто я уже потом покажу, сколько ресов уйдет на казино. Уже непосредственно переролл характеристик. Так, нажимаем выход отсюда, да. Вот у нас эти характеристики, которые у нас уже есть. Вид мы настроили. Нажимаем сюда. И, соответственно, этот модуль у нас уже стоит. Но давайте зайдем у нас сюда и посмотрим. Вот так вот у нас. 21,78 километров оптимальная дальность. И остаточно у нас 12,2. Посмотрим сейчас, как это изменится, когда мы наролим ту характеристику, которая нас интересует. Так, опять же, нажимаем посмотреть подробности. Давайте начнем с самого низа. Нас интересует конкретно вот это вот. Ролим четвертую характеристику. Точнее, четвертый вариант в этой характеристике. Дальность действия дронов. Неинтересно. Раз. Нейтрализатор уже лучше, но это нейтрализатор. Дальность действия энергонейтрализатора 3. Ну, в общем, считаем количество. Вот тут, кстати, почти около максимальная. Почему нам подсвечивается желтеньким? Потому что это один из 3 топовых вариантов у данной характеристики, поэтому нам подсветили желтым, то есть как бы близко к идеальному. Поэтому оно вот так вот цвет поменяло. Ну, нас это тоже не интересует, погнали дальше. Энергопоглощение. Отлично, есть эта характеристика. Не будем сейчас ловить максималочку. Посмотрим, насколько изменится, а потом уже попытаемся наролить все остальное. Причем я это сделаю в ускоренном, то есть вы будете смотреть, сколько я раз нажал и сколько раз поменялось. Ну и включу какую-нибудь музычку и посмотрим, то есть в тишине. Давайте сначала чекнем, насколько у нас изменилась носфа. И смотрите, поменялась как и оптимальная дальность, так и поменялась и остаточная дальность. Хотя на самом-то деле не сильно это вот прям так, чтобы для нас сыграло. Ну, возможно, если сюда максималочку засунуть, то будет 24 оптимальная дальность. В любом случае уже хорошо. То есть у нас меняются обе характеристики, и оптимальная дальность, и остаточная дальность. Я так подозреваю, что у дронов было бы то же самое. То есть там бы апнулась и оптималка, и остаточная дальность. Скорее всего, именно характеристика так и работает. Когда у нас речь идет про дальность в одном варианте, то оно аффектует сразу на 2 характеристики у модуля. Все, погнали, короче, крутить нашу рулетку. Сейчас это все под музычку, под это, ловлю то, что мне надо. И мы уже посмотрим финальное, как у нас и что получилось. Начнем с самого начала. Будем ловить желтые характеристики. Кому не интересно, можете это все проскипать. Я специально сделаю хронометраж, и там, в принципе, по хронометражу посмотрите, что вас интересует дальше. Ну, а я начинаю игру в рулетку под музыкальные аккомпанементы. About to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geek, yo. Need to get girl with an extremely deep. See 6 midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. Snow White eating rotten apples, dirty bass that be coming at you. Roller coasters like a supernova, around the ring master, this my tabernacle. See you screaming, I'm like, what for? Oh, you pop? Yeah, I got popcorn. I don't wake up on the wrong lawn, so we won't stop. It's
a lost cause. Take a look through the peephole, yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. В общем-то, ребята, я устал клацать эти кнопочки. В общем-то, вы смысл поняли, что чем больше вариантов в характеристиках, тем сложнее наролить вам топовые проценты у этой характеристики. Поэтому вот как-то так. То есть понятно, что когда у вас только два варианта, то вам легче всего. Особенно на накопителе мне, в принципе, повезло. Я сразу чуть ли не со второго раза получил топовые характеристики. Ну, а когда у вас уже 3 или 4 на выбор характеристики, то тут уже все гораздо сложнее. То есть вы можете очень долго крутить. И вот вам мой первый совет. То есть вы сначала получаете все бонусы, ну а дальше смотрите, какой из них из вас приоритетный, и начинаете крутить его. Ну а уже когда его поймали, то начинаете крутить все остальные. В общем-то, удачи вам в этих начинаниях. Ну а мы пойдем дальше. Мы отсюда выходим, мы поймали энергопоглощение на 11% и 4. Давайте сразу же посмотрим, насколько у нас изменились характеристики у нашей носфы, насколько это стало вкуснее. И, в принципе, да, чуточку стало вкуснее. То есть, поприятнее стала носфа. Ну, в общем, вы поняли. То есть, в данном случае мы смотрим на примере птицы, но кораблей на самом-то деле очень много, которых интересных. Вот я для себя подчеркнул, что очень хорошо получится Дрейк, очень хорошо получится рельсовые варианты. То есть, очень много сделать кораблей, которые будут выглядеть гораздо красивее, чем они были в стандартном сочетании. Можно настроить кораблики, которые будут числить для ПВП. Там есть характеристики к дальности сетки, есть к мощности сетки, ну и так далее и тому подобное. То есть вы поняли, то есть нас ждет эра новых фракционных кораблей. По факту это фракционные корабли. И чтобы получить его в топовой комплектации, опять же, он будет, наверное, по цене стоить не дешевле, чем те фракционщики, которые есть на текущий момент у нас в игре. Поэтому вот так вот, имейте это в виду. И кроме всего прочего, как вы знаете, есть у нас разный грейд вот этих вот наноядер. Давайте я, наверное, закрою вопрос вообще, в принципе. Закрою его чем? Закрою вот тем, что я его сейчас просто сниму. Вот пусть не пугает вас кнопочка «Разобрать». Вы поймете, что она не разрушается. То есть вы можете настроить на этом корабле. Вот я сейчас настраивал на команду, да, потом снять этот модуль и поставить, допустим, на обычный профессии, либо поставить на гварда. Ну, давайте я вам сейчас просто покажу. Снимаем «Разобрать». Разбор прошел успешно. На самом-то деле этот модуль никуда не делся. У вас корабль пришел к предыдущим характеристикам. Вы видите, 794 ДПС. И давайте мы сейчас поставим его на другой профессии. Допустим, мы поставим его вот на этот вот. Берем любой из линейки профессий и попытаемся этот модуль поставить на другой и посмотрим, что из этого получится. Забегая наперед, сразу скажу, что у нас все получится. Опять же, тут... А что у нас с ДПСом тут? У меня тут дронов нету. Ну окей, ладно, посмотрим на соточке, фиг с ним. У нас другая цель. Мы хотим сюда примерить вот как раз тот настроенный модуль наноядра. Нажимаем «Установить» и получаем... Давайте посмотрим подробности. Стопэ, я попал не в тот. Ну окей, делаем «Разобрать». А какой из них какой? Вот как их отличать? Наверное, если бы я поменял шкурку, было бы видно. А сейчас не видно. Вот пойди и угадай. Мне цель-то заключается в том, чтобы показать вам тот, который нужен. Ясно. Не тыкаем во второй. Они как-то еще и не по порядку ставятся. Пойди угадай. Все, угадал. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть, этот модуль съемный. И я думаю, что он будет разрушаться, когда ваш этот корабль собьют. Естественно, что когда вы восстановите свой корабль по страховке, возможно, его можно восстановить по страховке. Если он у вас сгорел, хрен его знает, как с этим быть. И я не уверен, что он будет падать в лут. Вот мне очень... Я более чем в этом уверен. Почему? Потому что вот этот вот вид наноядер у нас непередаваемый. У нас два вида передаваемых, которые вы можете купить в маркете. Кто не знает, показываю сразу вам, что они продаются у нас вот здесь. У нас появился новый раздел в маркете наноядра. И здесь вы, соответственно, можете все те купить, которые у нас продаются. А продаются у нас первого ранга, они зелененькие. И продаются у нас
второго ранга, это синенькие. Забегая наперед, могу сказать вам по некоторым вещам, что я получил. Не знаю, мне ничего не сказали, что этого показывать нельзя. Вот смотрите. Сейчас мы плавненько переходим к тому, где брать эти наноядра. У нас есть вот такие вот девайсы. Данные эксперимента 3 уровня, Blue Traders, да, и есть данные 4 уровня. А есть еще данные и 5 уровня на самом-то деле. Поэтому я предполагаю, что у нас в игре, возможно, появятся наноядры 4 и 5 уровня. А может и не появятся. Мы долго ждем фракционных дронов, но их все нет и нет. Хотя они на самом-то деле в игре есть. Собственно, как и сестры, как и мордусы. Они есть с самого старта релиза, но они игрокам недоступны. Когда будут доступны нам наноядра следующего поколения, неизвестно. Но идем в ретроанализ. Заходим в индустрию, заходим... Ну, что-то задумалось. Заходим сюда и смотрите, у нас, во-первых, появились здесь... разные модули. Вот как раз то, о чем говорили разработчики. Здесь мы можем отретроанализить новый грейд Dead Space'овских модулей. Опять же, тут есть закладочка наноядра, и тут, видите, у нас есть 3 типа. То есть можете выбрать. Вот тут вот, кстати, неудобно. На самом-то деле я хотел бы здесь получить фильтровку по фрегатам, по крейсерам, по... Ну, в общем, вы поняли, да? То есть, а тут все скопом, и по картинке определить тот корабль, который вам нужен, довольно-таки сложно. Некоторые кораблики между собой похожи. Поэтому вот смотрите, сразу говорю, на самом-то деле наноядра 1-2 типа неинтересны, если только вы не собираетесь заниматься продажей и кому-то конкретно нужен именно 1 ранга или 2 ранга. Нас больше интересует наноядра 3 типа. Но учтите, вам придется это делать все самостоятельно. Почему? Потому что они непередаваемые. То есть вы делаете конкретно это для себя и не продать, не передать. В общем, вы ничего с ними не можете, только как применить. И вот я вам показываю на примере как раз Prophecy. Но хотя я, в принципе, могу на примере и Армагеддона, и... Это у нас Апокалипсис, по-моему, да? Да, это у нас Апокалипсис. Видели, да? Я вам показывал вот те 4 и 3 ранга. Данные эксперимента Blue Trader'ов. И видите, тут количество. Вот если у нас будет 1 из 21, кстати, мне это напоминает, знаете, что обломки на Виндикатор, там тоже 21 штучка нужна, обломки серпентисов. И чтобы получить Виндикатор. Ну, в общем, примерно тут такая же самая история, но тут все гораздо грустнее. Максимальный шанс, который вы можете получить, это 30%. И при этом посмотрите, какое количество вам нужно компонент. То есть 5812 вот этих вот шприцов, или что это называется, система производства оборудования. Что-то мне это больше похоже на чеку от гранаты, ну да ладно, это мои ассоциации, фиг с ним. Есть вот такие вот системы. В общем, количество вы видите. На самом-то деле здесь еще есть также указанный то, что может быть навык. Видите, бонус к навыку 0%. Но навыка нам пока не завезли. Возможно, его когда-нибудь подвезут. Сейчас они бабла срубят на вот этих вот 3 уровнях компонентов. А потом, когда будут вводить 4 и 5 уровень наноядер, возможно, нам добавят еще бонус, чтобы получить больше шанс успеха. Да? То есть сейчас максималочка 30 при наличии 21 вот этого вот данного эксперимента. Так что вот так вот. Давайте мы, наверное, знаете, что сделаем? Мы с вами посмотрим на 2 уровень и посмотрим, какие там шансы. Ну, допустим, давайте тырцем вот сюда. И... стопе. У меня нету данных экспериментов 2, поэтому шансы мы с вами не посмотрим. Ну, да и хрен с ним. В принципе, вы смысл поняли. Собственно, вот такой вот видосик получился. Больше мне добавить нечего, кроме того, что наноядра 3 ранга не передаются. И, кстати, маленькая ремарочка. Не покупайте... в торговом комплексе наноядра. Там характеристики гораздо хуже. Там по факту нам представлены наноядра не фракционных кораблей. Такой фракции у нас не существует. Давайте даже просто посмотрим на Prophecy. Шкурка, конечно, отлично. Да, она здесь не передает всю красоту, которую вы можете увидеть, допустим, в космосе. И тем более, что я более чем уверен, что ее тоже можно изменить. Нам показывает как раз наличие вот этой вот текста, вид и количество вариаций. Да? То есть это тоже будет настраиваемо. Шкурка термомагнетик, она отлична. Характеристик тут аж у нас 6 штук дополнительных. Ну, давайте посмотрим, что тут за характеристики. И поражающее действие дронов, это понятно. Там у нас... А у нас там, кстати, не было как дополнительное. Но тут нету в основных характеристиках то, чего нам нужно. Термальный урон, электромагнитный урон от турелей нас мало интересует. Собственно, как и сам урон от турелей. Поэтому основная характеристика тут сразу мимо.
по крайней мере, для этого корабля. Ну и, соответственно, поражающее действие, давайте посмотрим максималочка какая тут. Всего лишь 9%, в отличие от того, что мы имеем на блудредовских либо саншевских. Там 16%, то есть гораздо больше, да. И смотрите, что еще у нас здесь есть. Реактор. Кроме реактора тут есть накопитель. Тут вы выбираете либо то, либо другое. Поехали дальше. Тут нас вообще мало что будет интересовать. Тут, хотя термальный урон от дрона медиум, ну то есть... По сути, если у вас дрон не стреляет термальным уроном, то бонус вы, соответственно, от этой характеристики не получите. Ну и дальше видите, что тут есть урон от ракет, есть от турелек. В общем, такое себе. Но количество вот этих вот характеристик нам намекает на то, что эту рулетку вы будете крутить очень долго, чтобы получить ту характеристику, которая вам нужна. Переходим к следующей группе характеристик. Тут щиты и броня. Это нас тоже мало интересует. Особенно щиты нас очень интересуют в разрезе того, что на профессии бонус идет на резист к броне. Далее у нас следующая характеристика. Тут тоже дохренаски и тоже мало что интересно. То есть у нас на конкретный урон электромагнитный от определенных вещей. Либо турельки, либо дроны, либо ракеты. Поэтому тоже не особо интересно, но крутить вы будете очень долго. Ну, собственно, вы видели. И что у нас еще есть? У нас есть еще урон конкретно Минматар медиум. Ну, такое. Тоже специфический урон. Тут характеристик еще больше, поэтому вы поняли, да, крутить будете очень долго. В общем, смотрите, тезис очень простой, не рекомендую покупать ничего из этого маркета. В принципе, можете вы точно так же, как я только что чекнули характеристики, если там на выбор их мало, и вам подходит тот набор характеристик, который предлагает вторые, ну, дополнительные характеристики, то можете на свое усмотрение взять, возможно. Но, наверное, скорее всего, я бы не рекомендовал. По крайней мере, для себя я тут не вижу ничего интересного. Ну и нас интересует ценовое сравнение вот этих вот расходников, которые мы будем использовать. Банки вы видите по 200. Вот этот вот треугольник у нас третьего уровня получается по 500, самый дорогой. Ну и, собственно, не самый дорогой. Почему? Потому что чип у нас третьего ранга тоже 500. Вот эти вот 3 ходовых ресурса вам будут нужны. Вы их можете нафармить либо в Нихилусе, либо купить здесь. Так вот, за вот эту вот валюту, которую вы получаете в Battle Pass, я бы, наверное, рекомендовал бы покупать вот эти вот 3 вещи. По крайней мере, эти 3 вещи, наверное, можно продать. А мы сейчас пойдем, кстати, в маркет и посмотрим, есть ли они в продаже или нет. Если они есть, то можно здесь, в принципе, если вы не собираетесь делать наноядра, просто покупать эти элементы и продавать их, и переводить их в иски. Возможно, в принципе, тоже такой смысл имеет быть. Ну и дальше это все неинтересно. То есть дальше пошли первого и второго уровня ядра. Это все шлак, это все неинтересно, это все вам не нужно. Есть также вот это вот для перекраски. Опять же, они тоже имеют 3 разных видов. Вот эти вот штучки, то, что я называл дронами, устройства рекомбинации, они как раз отвечают за перепокраску вашего корабля, то есть вашей шкурки. Первого, второго и, соответственно, третьего уровня. Третий уровень у нас аж стоит 37 500. Не знаю, нафиг оно нужно, я бы на самом деле не рекомендовал. Лучше, наверное, взять базовую покраску, какая есть, а потом уже как-то пытаться, если захотите, перекрасить под то, что вам нужно. Ну и, соответственно, вот эти вот кругляшки, которые вы используете для нашего казино, когда вы пытаетесь выловить нужные характеристики на дополнительных бонусах или характеристиках. Ну, в общем, вы разобрались, вы поняли мою мысль. Все, больше ничего здесь на рынке не интересно, поэтому нет смысла тратить. Вот эти вот 3, плюс вот это вот для казиношки за 250 третьего уровня. Все, больше ничего здесь не стоит вашего внимания в данном магазине. Как-то так. Ну, теперь уже видосик полностью закончен. Больше мне добавить по этой теме нечего. Надеюсь, вам этот видос понравился, поэтому не забываем ставить лайки. Ну, кто еще не подписался, соответственно, подписываемся. Почему? Потому что есть такой вариант, кстати. Мы можем с вами рассмотреть другие типы кораблей. Я имею доступ, соответственно, к тестовому серверу, поэтому я вам могу на самом-то деле покрутить. Все, ребята. Теперь уже точно все. Не забываем мыть руки, берегите себя и своих близких. Ну и удачной вам охоты. Всем пока-пока.